Музыку запретить, концерты отменить, распелись тут в 1983 году. Вскоре начнутся и прямые репрессии. Алексея Романова в Бутырку. Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал. Жанну Агузарову в Бутырку, потом психушку и ссылку. Александра Новикова на зону. Егора Летова психушку. Вплоть до весны 1985 года в Москве не было ни одного такого нормального публичного рок-концерта. 2025 год. Иноагенты Моргенштерн и Фейс объявлены в розыск. Монеточка арестована заочно. Наока и ее друзья по группе Stop Time арестованы вполне очно с реальной отсидкой. Мы несли просто музыку, которая нравится в масс. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Спасибо. В сегодняшнем выпуске говорим о том, что в актуальной музыке раздражало советских начальников и нервирует путинских. Какая тактика властей эффективнее – запрет, контроль или игнор? И почему репрессии против музыкантов – это не только про музыку? И музыку выключите, пожалуйста. Спасибо. Вообще замечательно. Серьезные мужики, условно говоря, типа Эрдогана или Трампа того же, могут задать вопрос: вы русский мир строите, империю восстанавливаете или за детьми бегаете, которые песню поют? Спасибо. Вся эта сфера вот этой неофициальной, подпольной, неформальной рок-музыки, она находилась практически вне контроля государства. Музыканты писали тексты сомнительного содержания и стремились к тому, чтобы их исполнять при большом скоплении народа. Это уже было плохо. Мы летим вперед, а глядим назад. Не то чтобы до 83-го все было безоблачно. Еще в начале 30-х запрещали танго за безыдейность. А позднее поющих под гитару обычно не пускали на радио и на телек. Но к началу 80-х советскую власть техника подвела. Прогресс позволил музыкантам распространять записи без всяких разрешений, лицензий. Магнитофоны стали массовыми. В городах появились киоски звукозаписей. Возникла огромная индустрия магнит-издата. Музыканты начали записывать студийные альбомы с хорошим качеством, и эти альбомы расходились по всей стране абсолютно неофициальным, нелегальным образом в количествах сотен тысяч, а может быть и миллионов экземпляров. Естественно, это тоже не могло порадовать ни КГБ, ни Минкульт. От получки до получки я надеюсь на аванс. Эй, пою холодный квас. Какие слова можно петь, а какие нельзя, решал не автор, а чиновник. Даже официально одобренные, залитованные, как тогда говорили, тексты песен, подписи и печати редактора ставили, а музыканты потом на концертах, реальных концертах, все равно исполняли эти песни с теми строчками, которые были подвергнуты цензуре. Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете. Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе. С этого года, 25-го, в российских песнях запрещено много слов. И музыканты вынуждены переделывать старый материал. Свежайший пример. Группа «Анакондас». Мама, я люблю сатану. Так звучит песня вне России, а так на стримингах внутри страны. На Ютубе пока доступна оригинальная версия. На родине живые выступления «Анакондас» не разрешают, и пользователю стримингов остается веселый вариант караоке. Слушать кастрированную версию, а то самое пропевать самому. Проснулся я утром. Часа 3. Атмосфера, на самом деле, была очень даже, я бы сказал, авантюрная. И мы все играли в кошки и мышки. То есть, как Том и Джерри. И получалось так, что, в общем-то, как правило, если не считать каких-то таких отдельных экстремальных эксцессов, как правило, нам удавалось обвести власти и цензуру, и Минкульт, и даже КГБ
обвести их всех вокруг пальца. Как укусите люля-кебаб. В начале 80-х страна воюет в Афганистане, но рок-андеграунд по натуре пацифистский, как ни странно, войну долго не замечает. Пожалуй, заметно высказались только ДДТ. Гораздо меньше были слышны голоса самих воевавших. Это потом им скажут: я вас туда не посылал. А в начале 80-х власти их просто не замечают. А их песни совсем не проповедуют. И не про долг воина-интернационалиста. Я тоскую по родной стране, по ее рассветам и закатам. На афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты. Нигде их, естественно, не крутили ни по какому, ни по радио, ни по телевидению, но это были песни, которые пели ветераны афганских войн или солдаты, которые были в Афганистане, под гитару. И по жанру они очень сильно напоминают по посланию своему песни, которые были записаны в период Второй мировой войны. Это жанр письма домой. И посыл у них очень сильно похож, например, на посыл песни «Темная ночь». Темную ночь ты, любимая, знаю, не спи. Можно считать песню «Темная ночь» антивоенной? Наверное, можно. Или «Мне в холодной землянке тепло». А до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Кстати, о запретах. Автор ее текста, Алексей Сурков, рассказывал, что не просто от него требовали изменить строчки, мол, что за упадничество, до смерти 4 шага. Была даже записана и звучала по радио версия без этих шагов до смерти. И офицеры возмущенно выключали репродуктор и пели настоящий текст. Ну, привет от музыкантов «Анакондас». Интересно, что сейчас попытки создать музыку специальной военной операции, да, и афганскую песню игнорируют тоже, потому что она им не подходит. Потому что там субъектности слишком много у солдат. Возвращаясь к 80-м, игнорить рок-музыку, действительно массовую, было невозможно. Подойди, пожалуйста, не мешай. В Ленинграде верх взяла тактика контроля, то есть они позволили музыкантам объединиться в рок-клуб, который они как бы держали под колпаком. Мы твои песни шибко уважаем. Порадуйся, братку. Из последних стоит. Но настала пора, и тут уж кричи, не кричи. В Москве возобладала тактика тотального запрета. Но очень трудно сказать, какая тактика тут оказалась более эффективной, вот, поскольку в Москве этот абсолютный запрет, он привел только к буму концертов в квартирах и на дачах, вот, и никак не остановил, скажем так, твердую творческую поступь. То есть именно тогда в Москве появились очень многие известные группы, как, скажем, те же «Браво», «Центр», «Звуки», «Му», и пошло-поехало. Я вначале упомянул аресты. Вот что интересно. В Уголовном кодексе были же статьи про измышления, порочащие советский строй со сроком до 10 лет. Против политических, против диссидентов. Их использовали, но не против музыкантов. Начальство тогда было чуточку более разумным и менее напуганным, чем нынешнее. Вот, и они просто не хотели выглядеть смешно, когда, скажем, взяли бы и посадили Жанну Агузарову, которая ела про желтые ботинки, посадили бы ее, значит, по какой-нибудь политической статье. Вот. Я думаю, что это было бы достаточно нелепо с любой точки зрения. А вот все эти экономические статьи, незаконная продажа билетов, незаконная коммерческая деятельность и так далее, это все привлекалось просто, значит, в качестве такой официальной отмазки. Советская власть, какая бы она там маразматическая ни была, она гораздо менее закомплексованная была. Сейчас же молодежи боятся любой
Любой, потому что молодежь, она всячески старается как бы себя сама определить независимо от государства и как члены глобального общества, как люди, включенные в международную культуру, как люди, которые живут в голливудских фильмах, в какой-нибудь европейской, британской музыке и в японской моде, условно говоря, или в японских мультиках. Вот это их мир. Современная геронтократия российская, естественно, ни черта не понимает ни в том, ни в другом, ни в третьем. И не понимает, и не любит, и опасается вот той независимости, которую молодежь обретает через соприкосновение вот с этими пластами культуры. Путин преследует музыкантов. Мировой мем, родившийся в 2012-м, когда за панк-молебен посадили Pussy Riot. Тогда за девушек вступились все. От Маккартни, Стинга и Мадонны до Франца Фердинанда и Гриндея. Я когда готовился к этому выпуску, чат GPT мне внезапно выдал непрошенное резюме. Российская система пыталась наказать панк-молитву, а получила международный рок-хор. Сейчас расклад другой. Серьезные мужики, условно говоря, типа Эрдогана или Трампа того же, могут задать вопрос: так вы что, ребята, вы решите, вы русский мир строите, империю восстанавливаете или за детьми бегаете, которые песни поют на улице? Это как бы тоже идет вразрез с очень многими координатами, которые власть сама себе установила. Поэтому тут будет очень интересно смотреть. Я бы не хотел подсказывать властям какие-то эффективные рычаги воздействия, так что я думаю, что я сдержусь от ответа на этот вопрос. Но я думаю, что в любом случае самой проблемной сферой для властей являются, во-первых, живые концерты, и, во-вторых, интернет. Значит, я думаю, что в основном будут предприниматься какие-то шаги в этой сфере. В суде над Наока прозвучал аргумент, что песня иноагента Нойза «Светлая полоса», которую пели на улице, дискредитирует российскую армию, потому что ее слушал на фронте украинский оператор дронов. Это лучшее свидетельство того, что достижения позднесоветской паранойи побиты. И гарантия, что преследование за песней продолжится. Но как именно? Мне кажется, что, например, 9 из 10 обычных полицейских, ДПСников, которым будет приказано контролировать уличных музыкантов, вот совершенно искренне не понимают, в чем там угроза. Вот для них понятно, футбол, футбольные фанаты, да, какие-нибудь шашлыки, пьяные за гаражами где-то, да, там драка с дубинами и монтировками, да, а молодые люди, поющие песни, которые часть из этих ППСников сами слушают, которые никакой опасности буквально не представляют, зачем за ними бегать? Поэтому сейчас, мне кажется, вопросы, которые Наока и группа Stop Time задала власти, они гораздо более серьезные, чем могут показаться на первый взгляд. Светлая будет полоса в этой тьме, что беспросветно, как снег на парусах. Делитесь этим видео, подписывайтесь, нравится, ставьте лайки. В 1984 году умер тогдашний советский лидер Андропов. В 1985 умер следующий, Черненко. И морок постепенно стал рассеиваться. Мы не знаем судьбу нынешнего Черненко. И у меня остается вопрос для комментов. Давайте пофантазируем. А как сейчас продолжится игра музыкантов и властей в кошки-мышки? Спасибо.